Привет всем, друзья, с вами Валера Обзоров, и я хочу представить вам новый топ игр на двоих за одним компьютером. На моем канале вы сможете найти уже более 150 крутых игр на двоих, так что подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы поддержать меня и эту тему. Составить новый топ мне помогали мои зрители, даже, я бы сказал, большую часть игр посоветовали именно вы, за что вам большущее спасибо, друзья. Спасибо, что поддерживаете меня, оставляете комментарии и лайки под видео. Я их все читаю и стараюсь учитывать вашу критику и пожелания. Спасибо вам большое. Также, друзья, обращаю ваше внимание, что все представленные игры вы сможете скачать с моего сайта бесплатно и без регистрации торрентом. Ссылки на игры представлены ниже в первом закрепленном комментарии. В этот раз я решил добавлять и старые игры, чтобы топ был интересен и людям со слабым компьютером. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ну и мы начинаем. Первую игру нам посоветовал Булат Фахреев, за что ему большое спасибо. Grid Autosport — это игра в жанре гонок, но вместо городов вас ждут профессиональные трассы и автоспорт. Вас с другом встретит красивая графика и возможность играть на двоих в режиме сплит-скрин. Также Булат Фахреев посоветовал нам игру Lost Castle, за что ему большое спасибо. Это RPG игра про замки, подземелья, где вам с другом нужно будет уничтожать демонов, которые заняли это место. Рандомная генерация подземельев, предметов, врагов и боссов, более 150 видов оружия, более 50 комплектов брони, огромное разнообразие навыков и специальных атак. И самое важное, что в нее можно играть вдвоем на одном экране. Следующую игру нам посоветовал Child of Hell, за что ему большое спасибо. Super Bunny Man — это смешной кооперативный платформер, основанный на физике, в котором вы используете прыжки и хватания для преодоления трудностей. Вас с другом встретит 40 захватывающих уровней в 4 разных мирах. Следующую игру в этом списке топа нам посоветовал GameKid, за что ему большое спасибо. Kingdom Two Crowns — это стратегия, воодушевленная японской культурой средних веков. Игроку отведена роль монарха, который пытается возродить свое королевство из небытия. Игровая локация довольно обширная и состоит из нескольких климатических зон. Каждая зона имеет различные стилистические особенности и ресурсы. Следующую игру нам посоветовал Melzik, за что ему большущее спасибо. Little League Blaze. Также он отметил, что это просто шикарная игра. Это игра в бейсбол на запредельных скоростях. Ваша задача — поразить противника мячом. Вас встретит 6 режимов игры и возможность играть вдвоем за одним компьютером. Игру Shift Happens нам посоветовал Александр Макаров, за что ему большое спасибо. Shift Happens — это кооперативный платформер именно для 2 человек. Вам с другом потребуется меняться массой, кидать друг друга и решать вместе головоломки в 4 разных мирах. Вас встретит красивая красочная графика, более 40 уровней в кооперативе и 4 дополнительных. Игру Super Fighters Deluxe нам посоветовал LogiGM, за что ему большое спасибо. Это хаотичный 2D боевик, шутер и платформер. В арсенал игры входят бутылки, стулья, ножи, мечи, цепи, пистолеты, винтовки, базуки, огнеметы, сигнальные пистолеты, бензопилы и многое другое. Уровни рандомные и содержат множество объектов, которые можно перемещать, разрушать, использовать в качестве прикрытия, поджигать и использовать, бросать или сбрасывать на врагов.
Игру Shift Lines нам посоветовали оперные арии, за что им большое спасибо. Это игра в жанре платформера. В этой игре вам с другом нужно будет управлять двумя инопланетянинами. Вас встретит красивая красочная графика, 50 уровней на 10 разных локациях, интересный геймплей и возможность играть вдвоем за одним экраном. Игру Shell Shock Live нам посоветовал Remasked 49, за что ему большое спасибо. В этой игре вам с друзьями нужно будет создать свои танки и разносить танки друг друга из сотен улучшаемых видов оружия. Из особенностей можно выделить 200 уникальных видов оружия и свой стиль в графическом оформлении. Старую, но не менее прикольную и интересную игру нам посоветовал Илья Ярославцев, за что ему большое спасибо. Mad Trucks — это зрелищные прыжки и сумасшедшие обгоны на заводных машинках. Вас встретят 12 автомобилей, более 2 десятков оригинальных трасс и мини-игр, а также оружие для временного вывода из строя вражеских машин. The Cursed Crusade. Эту игру нам посоветовал Dead Bro, за что ему большое спасибо. В этой игре два воина отправляются в путешествие по Западной Европе во время 4-го крестового похода. Из особенностей можно выделить 16 техник боя, более 400 ударов, 100 комбо-атак, а также 130 видов оружия и доспехов. И, конечно же, возможность играть вдвоем за одним экраном. Игру Cuphead нам посоветовал Fix Play, за что ему большущее спасибо. Это классический, но очень атмосферный платформер, напоминающий 30-е года и старые мультики Диснея. Вас с другом встретят очень атмосферные, красивые акварельные фоны, джазовое музыкальное сопровождение и возможность играть вдвоем за одним компьютером. Игру Lawrence World нам посоветовал Sam007, за что ему большое спасибо. Это игра в жанре стратегии, где вам потребуется быть в роли генерала на поле битвы. Вам нужно будет отдавать приказы солдатам и настраивать свою экономику и политику. В игре есть возможность подключиться второму другу в режиме сплит-скрин, чтобы вы вместе добивались успехов на поле битвы. В следующей игре земля Анкарии находится в серьезной опасности. Злая империя поработила свое население. И чтобы победить империю, вам с друзьями нужно будет проявить себя как отряд воинов в кооперативе до 3 игроков на одном компьютере. В игре Secret Citadel вас ждет 4 уникальных игровых класса и различные виды оружия и их комбинирования. RAW Realms of Ancient War. Это экшен-РПГ игра, в которой есть кооперативный режим. Вас с друзьями встретит фантастический мир, разрушенный древней жестокой войной. Повышайте уровень своих героев, собирайте более мощное оружие и доспехи, открывайте новые, более разрушительные заклинания и уничтожайте сразу десятки полчищ врагов. Hamilton's Great Adventure — это интересная игра-головоломка. Геймплей игры веселый и легкий, но с каждым уровнем вам будет становиться труднее. Блоки под ногами исчезают после 1-2 прикосновений. Это вносит сложность, ибо приходится думать на несколько шагов вперед. В игре более 60 захватывающих уровней, атмосфера приключенческих фильмов и кооператив на двоих за одним компьютером.
И последняя игра в нашем топе — это Earth Defense Force 5. Это шутер 2019 года, где вам нужно будет играть за отряд ADF и уничтожать инопланетные существа. В игре улучшена графика и физика, еще более реалистичные сражения, 4 класса персонажей. Вас с друзьями ждет множество новых врагов, уровней, оружия, транспортных средств и режим сплитскрин на двоих за одним ПК. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился топ, и вы оцените его лайком и напишите свое мнение в комментариях. Пишите, пожалуйста, ваши любимые игры на двоих, а я их обязательно добавлю в следующий ролик. Спасибо вам большое за подписку, спасибо за вашу поддержку. С вами был Валера Обзоров, всем пока.